Всем привет, с вами Дип. И в этом видео мы с помощью подручных материалов будем повторять различные гаджеты из Китая, делать их за более дешевую цену и после тестировать. Поехали! Первый у нас на очереди это вот такой гаджет для подогревания чая или заваривания кофе. Очень удобно использовать в офисе или просто когда сидите за компьютером. Такой гаджет стоит 1300 рублей. Чтобы его повторить, нам нужно купить нагревательный элемент. Стоит он 200 рублей. Далее из дерева нужно сделать под него корпус. И обклеить корпус фольгированным скотчем. Вклеиваем нагреватель в корпус. После покупаем вот такой выключатель и контачим его с нагревателем. Но мощность тока в 220 вольт это слишком много. Нагреватель стал красным. Можно спокойно в кастрюле сварить на нем борщ. Нам такое не нужно. Поэтому контачим нагреватель с 9-вольтовой батарейкой. И про выключатель тоже не забываем. Теперь на выходе получаем достаточную для нас мощность. Довольно неплохо нагревается, но ничего не раскаляется. Осталось пару штрихов и гаджет готов. Обошелся он мне примерно в 350 рублей. Ну и теперь давайте этот гаджет проверим. Суть какая, мы можем вот чай подогреть, поставить, да? То есть включаем. Все там, она нагревается максимум там до 70 градусов. То есть кружка не лопнет, потому что кружка кипяток выдерживает 100 градусов, то есть не лопается. И чай до 70 градусов подогреть это самое то как раз. То есть и не горячо, и не холодно. Но мы хотим заварить на этой штуке кофе. То есть что мы делаем? Мы наливаем воду холодную. Много не будем наливать, чтобы потом добавить молочка. И засыпаем кофе. Чуть-чуть. Таким этим. Кап. Вот. Вот она с холодной водой кофе, да? Теперь мы нажимаем подогрев. И все, сейчас ждем где-то, секунд 40. За это время она должна подогреть. Таким способом заварить можно только быстро растворимый кофе. В принципе, и все. Все, она тепленькая, к сожалению. Я даже чуть перебрал. Работает супер. Далее у нас вот такая выжималка сока из лимона. Стоит в районе 800 рублей. Мы берем деревянный брусок, намечаем и отрезаем. После размечаем и вырезаем ручку. Нам нужно две одинаковых деревяшки. На одной из них чертим окружность, и в окружности сверлим 5 отверстий. После на месте круга вырезаем углубление. На вторую деревяшку просто приклеиваем пробку от бутылки. И потом соединяем две части с помощью петли. Гаджет готов. Дерево мне обошлось в 100 рублей. Петля и саморезы 50 рублей. Пробка бесплатна. В итоге 150 рублей. Давайте проверим, как гаджет справится с заданием. Так, кладем лимончик. И передавливаем. Как вы можете видеть, весь сок, прям офигенно выдавливается. Ой. В принципе, все, что осталось от лимона. Выжатый лимончик. Штучка сработала, можно сказать. Также с помощью этой штукенции можно колоть орехи. Кладем орех вот так раз. И надавливаем. Все. Это даже, я скажу вам, лучше, чем из лимона сок выжимать. Раз и все. Причем совершенно любой орех.
Что ты на деньги смотришь просто так? Да вот 200 рублей есть. Думаю, куда их потратить. Купи чипсов и лимонада. Да нет. Хотелось бы потратить на что-нибудь полезное. Ну тогда сделай полезное дело и купи нам подписку на Кинопоиск HD. Будем фильмы смотреть. Хотелось бы еще и музыку без рекламы слушать. Поэтому желательно еще и подписку на Яндекс.Музыку купи. Братан, ты прикалываешься? Мне всего 200 рублей, а не 500. Так в этом вся соль. По подписке Яндекс Плюс за 199 рублей ты получаешь подписку на Кинопоиск HD, где тебе будет доступно в высоком качестве без рекламы более 7000 сериалов и фильмов. На сервисе есть как мировые премьеры и популярные сериалы, так и российские эксклюзивы. Ну и конечно же, Яндекс.Музыка. Можно слушать музыку и подкасты в высоком качестве, без рекламы, офлайн с крутыми рекомендациями. Вот это уже интересная тема. Сейчас куплю подписку. Кстати, первые 90 дней подписки по моему промокоду Смотри Плюс бесплатно. Я тебя понял. Сейчас оформляю подписку и иду в магазин за чипсами и лимонадом. Давай. Следующий на очереди у нас гаджет для быстрого измельчения овощей и фруктов. Стоит такой гаджет в районе 400 рублей. Для повторения берем вот такую пластиковую миску за 50 рублей. Делаем разметку и с помощью раскаленного ножа, так сказать, выплавляем разрезы. После все лишнее отрезаем, зачищаем и гаджет готов. Идем проверять. Закидываем целиком наши продукты. Ну вот салат, да, хотим сделать. Так вот раз закинули. И просто так раз каждый этот. Все, и вот так измельчаем. Конечно, нужен острый нож, да. Самое удобное, что ничего не вываливается. Можно так. Все. То есть, если нож у вас тупой, как я. Ну вот, в принципе, все измельчено. Сейчас остается только перемешать. Такая крышечка есть у нас. Накрываем вот так и... Оператор подсказывает майонезика подналить еще. То есть сразу мы наливаем. И типа сразу мешаем. Вроде нормас. Так, и получается высыпаем. Сразу он уже в майонезе, сразу быстро порезал, то есть салат лентяя, так называемый. Можно лопать. Гаджет для приготовления бекона в микроволновке. Стоит он в районе 1000 рублей. То есть, если вы хотите быстро приготовить бекон, вы кладете его на тарелку, и первый минус это то, что на тарелку вмещается всего 3-4 ломтика бекона. А второй минус это после прожарки в микроволновке бекон плавает в жиру. То есть он толком не зажарился, и его еще нужно теперь на бумажном полотенце избавить от жира. Итак, для повторения мы берем пластиковую крышечку и железную проволоку. Она довольно хорошо держит форму и в тот же момент хорошо гнется. Из этой проволоки делаем вот такие арки. Их нам нужно 5 штук. В отверстия, проделанные с помощью раскаленного гвоздя, вставляем концы этих арок. Гаджет готов. Теперь берем бекончик и... Я дурак. Микроволновку уже железная нельзя. Блин, только зря делал. Теперь придется с пластиком переделывать. Ой, идиот. Проделываем такую же процедуру, только уже с пластиковой трубкой. Ее сначала сгибаем, потом с помощью строительного фена разогреваем. И после остывания она будет держать форму. Также в специальных отверстиях фиксируем арки без использования клея. Изготовление гаджета обошлось мне в 200 рублей. Теперь наконец-то мы можем взять бекончик и вот так раз, как на сушку, как белье на сушку точнее. Так раз. И все, хоть несколько пачек влезет, да, спокойно. Так этот бекон какой-то плохой. Сейчас нормально достану. Вот так чуть-чуть сделаем. Для наглядности, да? Теперь микроволновочку. Опа! О! Это уже получше. Все, бекончик готов, вот жир весь внизу. Еще капает даже, да?
И получается вот такой, вот этот вообще такой нормальный, красивенький бекончик. Все, приятного аппетита, можно лопать. Нам надо было все-таки подержать еще подольше чуть-чуть, чтобы они прям все были хрустящие. Но зато вот как, работает в том плане, что жира нет, жир внизу весь, бекон сухой. Так можно вам всю пачку наложить, сразу будет гора. Все. В принципе, неплохое изобретение. Жир мы просто сливаем в раковину, и все. Следующий гаджет – это блокировщик замка. Стоит он невероятных 1500 рублей. В чем суть? Любой ваш замок можно открыть снаружи. То есть вы закрыли замок и пошли спать, а ночью вор с помощью отмычек может спокойно открыть замок и войти. Этот гаджет полезен, если у вас дома нету щеколды. Я сделал его из дерева довольно просто и быстро. Если посчитать за целую деревяшку, то это не более 50 рублей. Ну и плюс покраска рублей 10. В сумме 60 рублей. Теперь мы вот эту штучку сюда ставим. С той стороны уже ты никак ключом не откроешь. Я с этой стороны не могу прокрутить. Не то, что стоит кто-то. Ну, в принципе, можно идти спокойно спать. И не бояться, что воры залезут. Лучше всего поставить щеколду просто, которая открывается только закрывается только с этой стороны. Но если щеколды нет, вот хорошая штука. Эта штука еще хороша тем, что вы можете не впускать того, у кого есть ключи. Например, пьяного мужа. Ну что же, ребят, на этом все. Большое спасибо за просмотр. В комментариях напишите, какие еще гаджеты мне повторить. Всем пока!